Ганс Христиан Андерсен. Сказка «Снеговик». «Так и хрустит во мне. Славный морозец», — сказал Снеговик. Ветер-то так и кусает. Просто любо». «А ты что таращишься, пучеглазая?» Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. «Впрочем, валяй, валяй. Я и не моргну. Устоим». Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы, вместо рта красовался обломок старых граблей. Значит, он был и с зубами. На свет он появился под радостные ура мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозчичьих кнутов. Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна. Полная, ясная. «Ишь, с другой стороны ползет», — сказал Снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. «Я все-таки отучил его пялить на меня глаза. Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы не было видно себя». Ах, как бы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться, так бы и побежал туда на лед покататься. Как давеча мальчишки. Беда, не могу сдвинуться с места. «Вон, вон!» — залаял старый цепной пес. Он немножко охрип, ведь когда-то он был комнатной собачкой и лежал у печки. «Солнце выучит тебя двигаться. Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты. И в позапрошлом тоже. Гав-гав!» Все убрались вон. «О чем это ты толкуешь, дружище?» — сказал Снеговик. «А вон та пучеглазая выучит меня двигаться». Снеговик говорил про луну. Она сама-то удрала от меня давеча. Я так пристально посмотрел на нее в упор, а теперь вон опять выползла с другой стороны. «Много ты понимаешь», — сказал цепной пес. «Ну да, ведь тебя только что вылепили. Та, что глядит теперь, это луна, а то, что ушло, это солнце. Оно опять вернется завтра. Уж оно тебя подвинет точно, прям в канаву. Погода переменится. Я чую, левая нога у меня заныла. Переменится. Не пойму я тебя что-то», — сказал Снеговик. «А сдаться ты сулишь мне недоброе. То красноглазое, что зовут Солнцем, тоже мне не друг, я уж чую». «Гав-гав!» — пролаяла цепная собака, 3 раза повернувшись вокруг самой себя, и улеглась в своей конуре спать. Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым тягучим туманом. Потом подул резкий леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота, когда взошло солнышко! Деревья и кусты в саду стояли все покрытые инеем, точно в лес из белых кораллов. Пришла зима. Все ветви словно оделись блестящими белыми цветочками. Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны. От каждой ветки как будто лилось сияние. Плакучая береза, колеблемая ветром, казалось, ожила. Длинные ветви ее с пушистой бахромой тихо шевелились, точь-в-точь, как летом. Вот какое было великолепие! Встало солнышко. Ах, как все вдруг засверкало и загорело крошечными ослепительными белыми огоньками. Все было точно осыпано алмазной пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты. «Что за прелесть!» — сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле Снеговика и смотрели на сверкающие деревья. Летом такого великолепия не увидишь. «И такого молодца тоже», — сказал молодой человек, указывая на Снеговика. «Он бесподобен». Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой Снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу вприпрыжку. У них под ногами так и захрустело. Точно они бежали по крахмалу.
«Кто эти двое?» — спросил Снеговик цепную собаку. «Ты ведь живешь тут, и ты знаешь их». «Знаю», — сказал собака. Она гладила меня, а он бросал косточки. Таких я не кусаю. «А что же они из себя изображают?» — спросил Снеговик. «Парочку», — сказала цепная собака. «Вот они поселятся в куныре и будут вместе гладать кости. Гав-гав!» «Ну так а кто же они на самом-то деле?» «Да они ж господа», — сказал пес. «Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет Божий. Это я по тебе вижу». «Вот я так богат и годами, и знанием», — говорит пес. «Я всех знаю здесь. Да, я знавал времена и получше. Не мерз тут в холоде, на цепи». «Славный морозец», — сказал Снеговик. «Ну, рассказывай. Только, пожалуйста, не греми цепью, а то меня просто коробит». «Гав-гав», — залаял цепной пес. «Я был щенком крошечным, хорошеньким щенком. Лежал на бархатных креслах вон там, в доме, на коленях у знатных господ. Меня целовали в мордочку, вытирали лапки вышитыми платками, звали меня милой крошкой. Потом я подрос, стал для них немножечко велик. Меня подарили ключнице, и я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда, с твоего места отлично видно. Так вот, в той каморке я и зажил как барин. Там хоть и пониже было, зато спокойнее, чем наверху. Меня не таскали и не тискали дети. Дел я тоже не очень-то и плохо, если даже не лучше. У меня была своя подушка, и еще там была печка. Самая чудеснейшая вещь на свете, особенно в такие холода. Я даже под нее прятался. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке. «Разве уж она так хороша, эта печка?» — спросил Снеговик. «Похожа она на меня или нет?» «Ничуть». «Вот», — сказал тоже, — «печка черна, как уголь, у нее длинная шея и медное пузо. Она так и пожирает дрова, огонь пышет у нее изо рта. Рядом с нею, под нею настоящее блаженство. Ее видно из окна, вот, погляди». Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом. В животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило такое страшное желание, в нем как будто зашевелилось что-то. Что такое нашло на него, он и сам не понял. Хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не Снеговик. «А зачем же от нее ушел ты?» — спросил Снеговик. Он почувствовал, что печка — существо женского пола. «Как ты мог оттуда уйти?» «Пришлось поневоле», — сказал пес. «Они выкинули меня. Посадили на цепь. Я укусил одного там маленького Борчука за ногу. Он хотел отнять у меня кость. Ну, а я подумал, кость за кость. И они осердились. Я оказался на цепи. Потерял голос. Слышь, как я хриплю? Вот тебе и вся недолго». Снеговик уже не слушал никого. Он не сводил глаз с подвального этажа, с каморки ключницы, где стояла на 4 ножках железная печка величиной с самого Снеговика. «Во мне что-то странное шевелится», — сказал он. «Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание. А чему же ему не сбыться? Это мое самое заветное и единственное желание. Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, мне надо к ней, прижаться к ней во что бы то ни стало, хоть бы раз». «Туда не попасть», — говорит пес. «А если бы ты и добрался до печки, то тебе конец». «Мне уж и так конец подходит, того и гляди, свалюсь». Целый день Снеговик стоял и смотрел в окно. В сумерках каморка выглядела еще приветливее. Печка светилась так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне. Куда им? Так светит только печка, если брюшко у нее набито. Когда дверцу открывали, из печки выметалось пламя и играло ярким отблеском на белом лице Снеговика. В груди у него тоже горело пламя. «Не выдержу», — сказал он. «Как мило она высовывает свой язык, как это ей идет. Ночь была длинная, только не для Снеговика. Он весь погрузился в чудесные мечты. Они так и трещали в нем от мороза.
К утру все окна подвального этажа покрылись прекрасным ледяным узором. «Ну, это опасная болезнь для снеговика», — сказал пес. «Я тоже этим страдал, но поправился». «Будет перемена погоды», — говорит пес. И погода переменилась. Началась оттепель. Зазвенела капель, а снеговик таял на глазах. Но он ничего не говорил, не жаловался. А это плохой признак. В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки. На ней-то мальчишки и укрепили его. «Ну, теперь-то я понимаю его тоску», — сказал цепной пес. У него внутри была кочерга. Вот что шевелилось в нем. Теперь все прошло. Гав, гав. Скоро прошла и зима. Лаял цепной пес, а девочки на улице пели. «Цветочек лесной, поскорей распускайся. Ты, вербочка, мягким пушком одевайся. Кукушки, скворцы, прилетайте. Весну нам красну воспевайте. А мы вам подтянем ай люли-люли. Деньки наши красные снова пришли».